На HBO Max стартовал показ фильма «Воспоминания». Скорее всего, не такое уж и далекое будущее. Люди, живущие в Майами, ведут ночной образ жизни, потому что тот наводнен из-за климатических изменений, а также идут пограничные войны. Главный герой в исполнении нестареющего Хью Джекмана по имени Ник Баннистер решил занять для себя такую нишу с использованием бывших военных технологий, дать людям возможность заново переживать самые счастливые моменты своей жизни. Скажем так, всем нам знакомая ностальгия — это теперь его товар, от которого можно не только прослезиться, пустить скупую слезу, но и пережить целиком нужное воспоминание снова и снова и снова. Любой каприз за ваши деньги. Кино начинается, я бы сказал, с затянутой сцены того, как камера пролетает сквозь город и движется она в сторону нашего главного героя, то есть наезжает, Серьезно, сцена длится, минут 5, просто пролетает сквозь стеклобетонные здания. Чтоб зритель не задремал в этот момент, тихим и томным закадровым голосом Хью звучит философское размышление касательно прошлого и времени. Прошлое охотится за человеком, так говорят. Хотя прошлое — это ведь всего лишь набор из моментов, каждый из которого идеальный, завершенный, каждый из которого как бусинки на колье времени. И не прошлое охотится за нами, так как нас не знает, а мы охотимся за призрачным прошлым. Прошлое — это бусинка на ожерелье времени. В дальнейшем подобные вещи касательно прошлого, времени и прочие игры слов, а также шутейки на эту тему будут звучать на протяжении всего фильма, как закадровым голосом, размышлениями и рассуждениями главного героя, так и из его уст, а также его помощницы, которую играет Тандиве Ньютон из отличного сериала «Мир Дикого Запада». Герой Хью Джекмана помогает людям снова и снова переживать приятные моменты своей жизни. Благодаря дозе седативного и специального прибора, надеваемого на голову, люди помещаются в открытую камеру с водой, где опять же под голос Хью начинают погружаться в те воспоминания, которые они хотят пережить. Напоминает это все как сеанс гипноза, только со всякими уколами и высокотехнологичными штуками вокруг. Особенно прикольная та, которая транслирует воспоминания в виде голограмм. Помните Люди Икс, где Хью Джекман играл Росомаху и пробуждался, вскакивал, расплескивал воду и кричал? Тут будет то же самое. Почти то же самое. Он не будет вскакивать, не будет кричать и когтей не будет. Ладно, он просто будет медленно погружаться в камеру с водой и вставать из нее. И вот рабочий день закончен. Главный герой собирался уходить домой, но внезапно приходит женщина в красном. Вы слушаете меня или смотрите на женщину в красном? И она просит о помощи, так как потеряла ключи. На что герой Джекмана отвечает, что если вы потеряли ключи, то мы их никогда не найдем. А если вы ключи забыли, то это всегда можно достать из памяти. И она соглашается заплатить денег, чтобы запрыгнуть в этот мини-бассейн и прогуляться по закуткам своей памяти, чтобы все-таки найти эти злосчастные ключи. В итоге, конечно же, персонаж Хью Джекмана все-таки помог девушке в красном с ее просьбой, но наша Маша-растеряша заново что-то забыла, она забыла серьги, и главный герой отправился в то место, где она выступает и поет, чтобы вернуть ей ее серьги. Потом между ними закручивается бурный роман, они наслаждаются друг другом, и в какой-то момент эта девушка просто исчезает из его жизни. Герою Хью Джекмана, конечно, от такого сносит башню. Он тратит все свое свободное время на ее поиски, то сам погружаясь в свои воспоминания, в свою машину для воспоминаний, то бродя по городу или пытаясь выбить информацию у кого-то, или сидя дома, думая со своей записной книжечкой, как так произошло, почему, куда она пропала. Он переживает, что она в беде, что люди просто так не исчезают, не сказав ни слова. Но его помощница говорит ему, что тот рехнулся, и та девушка уже давно по-любому начала новую жизнь и забыла про него и двигается дальше, что и нужно делать нашему главному герою. Им нужно делать то же самое, а то они скоро будут сами в полной жопе из-за его одержимости найти ту девушку в красном. Фильм «Воспоминания» отдает матрица, и там даже есть отсылки. Та же девушка в красном и дежавю, когда главный герой поднимался по лестнице 13-м этажом. Фильмом начало, то есть вот эти погружения в воспоминания напоминали погружение в сон, и проигрывание заново в нужных снов или воспоминаний приятных. В фильме «Воспоминания» мне не понравилась сцена, где главный герой помогал правоохранителям. Не сама сцена, а то, как там создатели притянули кое-что за уши для дальнейшего развития сюжета. И
Также очень понравился другой момент, ближе к концовке, с той девушкой в красном. Говорить не буду, но во время просмотра поймете. Очень прикольный момент, прикольно придумали. В целом, при просмотре фильма вы не будете наслаждаться какими-то футуристическими штуковинами, зданиями, изобретениями, ну, кроме машины для воспоминаний. Эта картина по большей части наполнена драмой и детективной историей, куда сам себя решил втянуть наш главный герой, который ценой собственной жизни готов узнать правду и разыскать ту, в которую он безумно влюблен. А все эти климатические изменения и войны больше на фоне, как декорации, добавленные они больше для создания антуража. И местами фильм перемешивает недалекое будущее с прошлым, потому что можно часто увидеть эстетику нуара с 40-х, 50-х годов, внешний вид того времени, эпизодические появления старых автомобилей. Возможно, сами создатели пускались в ностальгию, а может быть, тут закладывался более глубокий смысл, как, например, что прошлое и будущее, оно существует в один момент, да. На Rotten Tomatoes фильм критики уже забросали гнилыми помидорами, обосрали его с ног до головы, но на них не стоит обращать внимание, потому что эти критики, я не устану об этом говорить, помойному отряду наляпали наивысший балл, что как бы намекает. Фильм не настолько ужасен, и там нет ничего настолько тупого, как это пытаются представить окружающим. Думаю, фильм «Воспоминания» смотрелся бы пободрее с отметкой 18+, то есть больше обнаженки, более откровенные постельные сцены и реалистичные убийства. Это то, чего, например, мне не хватало при просмотре. Но возрастной рейтинг ниже, дабы расширить зрительскую аудиторию. Если оценивать кино по 10-бальной шкале, то может потянуть на твердую 7. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.